Всем привет, с вами Светлана, вы на канале Светлана Тим. В сегодняшнем видео хочу вам показать один маленький лайфхак, или, как еще говорят, секретик. Смотрите, недавно для себя я открыла новую форму вязания мыска. Мы вяжем носки, то есть обычный носок, но форма мыска в этот раз у меня совершенно другая. Какая? Анатомическая. Именно об этом я хочу рассказать в этом видео. Смотрите, когда мы вяжем носки, в основном как мы делаем убавки в районе мыска. В основном мы их делаем симметрично с каждой стороны. Да? То есть, к примеру, если мы убавляем с этой стороны, то также выполняем убавки и с этой стороны. В данном случае вот мой первый носок связан анатомический мысок. Как вы видите, для чего? Для того, чтобы у нас нога вот помещалась, видите, анатомически. То есть я сначала начинаю выполнять убавки со стороны маленького пальца, мизинца, и затем только со стороны большого пальца. Таким образом мы получаем идеальный носок, который не стягивает пальцы. Напишите, вы об этом знали или нет. Я недавно узнала, кстати. Который не стягивает пальцы. И видите, вот так получается. И сейчас я вам покажу, как я вязала. Убавки выполняем, соответственно, для правой ноги и для левой ноги. Для правой я уже вот связала носочек. И буду вязать сейчас на левую ногу. У меня на схеме убавки для правой ноги. И, соответственно, вы меняете все наоборот для левой. Да? Ну, в принципе, все понятно. Смотрите. Там, где у нас мизинчик, я убавляла сначала в каждом втором ряду. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. И затем я начала выполнять убавки в каждом ряду. 21 ряд у меня всего. С другой стороны выполняем убавки для большого пальца сначала. Начинаю убавлять лишь в 9 ряду, 13, 15 и затем в каждом ряду до 21 ряда. В конце у меня остается 6 петель. Я их закрываю просто иглой. Здесь может быть 6, 8, как хотите, да? В зависимости от того, на какой размер вы вяжете. Я вяжу на размер 43-44. Длина моего мыска 6 сантиметров. Это 21 ряд. Как я выполняла расчеты? Интуитивно. Мы смотрим на ногу. То есть у всех ноги разные. Да? Ширина ног, длина пальцев и так далее. Вот, смотрите. К примеру, да? У меня есть вот такой образец ноги, скажем так, манекен. И я здесь выполняла убавку после 2, здесь я провязала прямо и выполнила убавку после 2 сантиметров. Вот 2 сантиметра, первая убавка для большого пальца, со стороны большого пальца у меня идет в 9 ряду. Затем 13, 15 и уже в каждом ряду я выполнила убавки. Здесь же начинаем убавлять петли с самого начала. То есть вы понимаете, да, к примеру, у моего сына, у него большой палец проблематичный, он у него не то что проблематичный, он у него такой особенный, знаете, он у него длиннее, намного длиннее, чем все остальные. Обувь ему подобрать сложно, размер большой, но, то есть вы смотрите, да, на ногу, на свою ногу или на ногу того, кому вы вяжете. То есть, в принципе, у всех людей, ну, в основном, да, получается так, что сначала выполняем убавки от мизинца. Здесь большой палец вяжем немножко прямо и дальше выполняем убавки. Вот так у меня получилось. И, соответственно, на другую сторону, сейчас я буду вязать другой носочек. Я вяжу спицами 2,75. У меня пряжа аргентинская, аргентинский производитель. Магазин называется Lanas Naturalis. Может, здесь кто живет, отзовитесь в Буэнос-Айресе. Если хотите встретиться, пишите. Значит, Lanas Naturalis, магазин пряжи. И это у меня бобинка здесь 50% меринос и 50% акрил. Я вяжу
двойная нить у меня. Шикарный состав для носков. На спицах у меня 60 петель, 30 и 30. Сейчас вяжу мысок на левую ногу. Маркером я обозначаю начало ряда. И также маркером я обозначаю, с какой стороны у меня будут убавки для большого пальца. Значит, в первом ряду вяжем, начинаю вязать первый ряд. И убавки у нас идут для мизинца. То есть я буду убавлять вот в конце этого ряда и в начале следующего. Вяжу пока просто лицевыми петлями. В конце ряда остается 2 петли. Я их вяжу просто 2 вместе лицевыми. Есть множество способов выполнять убавки. То есть можно здесь одну петлю оставить, убавить здесь 2 петли. Я пока решила на этих носочках выполнить так в начале и в конце ряда. И то же самое выполняю для мизинца. Убавку со стороны мизинца выполняем убавку здесь в начале ряда. То есть все с этой стороны в первом ряду делаем убавку. Вяжу просто 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, сейчас я посмотрю, как у меня здесь находятся петли с наклоном вправо. То есть я не хочу, чтобы петли были скрещены, поэтому так, вот они у меня таким образом. Выполняю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И дальше вяжу просто лицевыми петлями до конца этого первого ряда. Следующий, второй ряд, вяжу просто все петли лицевые без убавок. И чтобы нигде не ошибиться, я предпочитаю нарисовать такую схему и отмечаю, в каком ряду я уже выполнила убавку. То есть мы выполняем убавки 1, 3, 5, 7 и затем 9 ряд выполняем убавки с обеих сторон. То есть смотрим все по схеме. В итоге у нас убавляется 24 петли, и на спицах остается по 6 петель на каждой спице. На спицах остается по 6 петель и закрываю иглой.